Всех приветствую на своем канале, а также на 10-й части создания оконного приложения на Windows. В этой части я расскажу, что такое многопоточность, а также как реализовать многопоточность с помощью C++ WinAPI. В 8-й части мы научились подключать внешнее устройство через USB Serial COM порт. Однако можно заметить, что при подключенном устройстве приложение начинает заметно тормозить. Приложение тормозит из-за того, что в общем цикле мы также ожидаем данные с порта, а ведь в этом же цикле находится и обновление окна. Эти операции выполняются последовательно, то есть находятся в одном потоке. Для решения этой проблемы мы разделим ожидание данных и основной цикл программы так, чтобы они выполнялись параллельно и не зависели друг от друга. Выполнение нескольких потоков параллельно называется многопоточностью. Поток ожидания данных мы создадим при создании окна, а когда пользователь закроет приложение, тогда мы и завершим наш поток. Хранить информацию о потоке мы будем в переменной типа handle, назовем ее readThread. Поток создается с помощью функции createThread. Первым параметром идут атрибуты потока. Мы их использовать не будем, поэтому я оставлю null. Вторым параметром задается размер стека. Чтобы выбрать по умолчанию, должен быть 0. Третьим параметром мы задаем функцию, которая играет роль потока. Тип такой функции WordWinAPI, а в ней один параметр типа LPVoid. Наш поток будет аналогичен функции SerialRead с добавлением цикла while. Перенесем из старой функции переменную byteIterated. Затем сделаем переменную isConnectedVolatile, поскольку она будет использоваться в нескольких потоках. Создадим еще одну переменную VolatileBool, которая позволит вручную завершить работу потока. Теперь создадим while с этой переменной и перенесем в нее все остальные функции. Если поток завершил работу, пусть он вернет 0. Теперь внесем созданный поток в функцию создания потока. Параметры флага я использовать не буду, поэтому оставлю null, а ID пусть будет 0. Когда пользователь закроет окно, очень важно завершить поток, иначе он останется работать в фоне. Я создам отдельную функцию ExitSoftware, которая будет отвечать за завершение работы портов и потоков. Также перенесем в нее команду на закрытие окна. Переменные работы порта и потока поставим false. Закроем их соединение с помощью функции close_handle. Закроем поток. У нас он один с ID 0. Уберем SerialRead из главной процедуры. Также на всякий случай после закрытия окон прервем поток, если по каким-либо причинам не была вызвана функция ExitSoftware. Функцию terminateRead лучше использовать только в крайнем случае, поскольку если поток не успел освободить память, то она останется занятой. Запустим приложение и подключим плату. Приложение перестало тормозить, а новые данные сразу же записываются в виджет. Теперь ты также сможешь реализовать многопоточность для своего проекта. Главное, не забудь завершить потоки, если вся программа должна завершиться. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал.